Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Здравствуйте, друзья! Вас приветствует канал Криптомиксер Михалыча. И сегодня мы рассмотрим технический индикатор индекс силы Элдера. Для хорошего восприятия включите субтитры. Для удобства в плейлисте находятся все видео по рубрике фьючерсы. Индикатор Force Index, индекс силы, эффективный осциллятор, разработанный Александром Элдером, с помощью которого определяют силу покупателей и продавцов, периоды подъема-спада ценового движения. Индекс силы подразумевает собой противостояние между продавцами и покупателями, показывает соотношение сил быков и медведей в данный момент времени на графике цены. Главными компонентами индекса силы являются величина и вектор ценового движения, а также объем рынка за конкретный период. Данный индикатор может служить помощником для определения зоны покупок или продаж, давать сигналы о продолжении тренда, а также сигналы для смены тренда в случае изменения цены при маленьких объемах. Итак, переходим в TradingView, нажимаем технический индикатор, вводим Elders for Index, под графиком появился наш индикатор в виде ломаной линии, колеблющейся относительно нулевого значения. По умолчанию предполагается период усреднения равный 13, то есть индикатор будет обладать трендовыми свойствами. Добавим еще один индикатор со значением 2. В классическом виде используются два варианта сглаживания окончательного значения. В зависимости от использованного периода усреднения, индекс силы можно использовать и как трендовый осциллятор усреднения 13 EMA, будет показывать направление текущего тренда и моменты его изменения, но не сигналы к входу в сделку, и как осциллятор усреднения 2 EMA со всеми вытекающими моментами, то есть мы торгуем дивергенцией, переход гистограммы выше-ниже нуля и так далее. Правильная трактовка сигналов индикатора зависит от выбранной торговой стратегии, краткосрочной или длительной. Краткосрочный Force Index значение 2 оперативно реагирует на изменения цены, его можно использовать во внутридневной торговле или при осторожной стратегии скальпинга, но только с соблюдением жесткого money management. Среднесрочный Force Index значение 13 корректно оценивает вероятность среднесрочных тенденций. Его можно применять не только для открытия, но и для сопровождения трендовых сделок. Причем традиционно используют сразу два индекса с EMA 13 и EMA 2. Трендовым сигналом будет считаться пробитие нулевой линии после образования дивергенции. В этом случае совершается сделка в направлении пробития нулевого уровня индикатора с выставлением стоп-приказа за последним экстремумом. Пересечение же нулевого уровня по осцилляторному индексу силы в направлении текущего тренда по индикатору с трендовым усреднением. Сигнал к совершению сделки по тренду с выставлением защитной остановки за последним локальным экстремумом. Фиксация прибыли происходит при обратном пересечении нулевого уровня по трендовому индексу силы. Причем противоположная позиция в этом случае не открывается, так как более верным будет входить после образования дивергенции по индикатору. EMA за двухдневный период отображает краткосрочные изменения сил покупателей и продавцов. Это очень чувствительный индикатор, поэтому его в основном используют, чтобы уточнять сигналы, получаемые от других аналитических инструментов. При наличии восходящей тенденции снижающийся EMA показывает наиболее интересные моменты для покупки. Движение вверх при падающем тренде позволяет увидеть перспективные точки продажи. Если динамика цены не подтверждается соответствующей динамикой объема и значения Force Index практически не меняются, ждем разворота активного тренда. Дивергенцию всегда оценивают по среднесрочному индикатору значение 13, а еще надежнее по более длительному, например с периодом 20. Направление разворота определяет линия Force Index. Для открытия сделки дивергенцию обязательно нужно подтверждать дополнительно на сильном тренде, который Force Index вам обязательно покажет. Цена будет длительное время двигаться в основном направлении, и вы просто будете терять время, ожидая разворота. Торговый сигнал возникает только если изменение цены подтверждается аналогично динамикой объема.
Если линия индикатора Force Index движется вблизи нулевой линии, на рынке сильного тренда нет, то есть сделки не открываем. В своей книге Элдер подробно описывает, как пользоваться краткосрочным и среднесрочным индексом силы. Следует отдать приказ на покупку, если во время восходящего тренда величина двухдневной EMA индекса силы станет минусовой. Рекомендуется играть на понижении, если при нисходящем тренде двухдневной EMA индекса силы станет плюсовой. Расхождение впадин двухдневной EMA индекса силы и цен подают сильные сигналы на покупку. Расхождение пика, в свою очередь, активно сигнализирует о необходимости продаж. Если 13-дневная EMA индекса выше нулевой линии, хозяева рынка быки, если ниже медведи. Когда Force индекс сглаживается около нулевой линии, тренда нет, значит индикаторами тенденции пользоваться нет смысла. В такой ситуации они часто дают ложные сигналы. Когда 13-дневная скользящая средняя индекса достигает нового максимума, это можно интерпретировать как указание на вероятное продолжение подъема цен. Когда 13-дневная экспоненциально скользящая средняя индекса силы достигает нового минимума, это указание на вероятное продолжение падения цен. Индекс силы позволяет получать подтверждение трендов любой продолжительности. Для коротких трендов чувствительность индикатора увеличится уменьшением его периода. Для продолжительных трендов индикатор сглаживается увеличением его периода. Индекс силы может указывать на окончание тренда. Окончание восходящего тренда при изменении знака индикатора с положительного на отрицательный и расходящихся направлениях цены и индикатора. Окончание нисходящего тренда при изменении знака индикатора с отрицательного на положительный и сходящихся направлениях цены и индикатора. Использованный в паре с индикатором тренда, индекс силы может указывать на коррекции в пределах тренда. Коррекция в восходящем тренде при снижении осциллятора после пика. Коррекция в нисходящем тренде при росте осциллятора после низа. Недостатки индикатора. На малых периодах привязка сигнала Force Index к тиковым объемам приводит к пропуску момента входа основных игроков. Среди множества ордеров мелких участников их единичные крупные сделки просто незаметны. Поэтому для использования этого индикатора Элдера рекомендуется использовать периоды не короче дневные, чтобы объемы успели уравновеситься. Традиционным недостатком считается запаздывание сигналов, но эта проблема решается дополнительными трендовыми инструментами. Напоминаем, деньги в рынок или новые сделки вливаются постепенно, и то, что мы видим как рыночную цену, уже конечный результат процесса. Реакция Force Index заранее предупреждает об изменениях в динамике объема, поэтому что цена на это отреагирует последней. Вывод. При работе на рынках, где применяется тиковый объем сделок, помните, что в расчете индекса силы учитывается объем денежный. Относительным недостатком индикатора Элдера Force индекса можно назвать запаздывание сигналов, однако это характерно для подавляющего большинства современных осцилляторов. Минимизировать проблему можно, применив дополнительные средства анализа. В остальном это удобный и простой в управлении индикатор, который способен хорошо вписаться в любую торговую систему. Практики считают, что именно этот инструмент наиболее эффективно комбинирует показатели цены и рыночного объема в единую величину. Тем более, что он почти не реагирует на современные фундаментальные факторы. При торговле трейдер видит только общее количество изменений цены, то есть совершенных сделок за период. Поэтому использовать Force Index как основу для стабильной торговой системы нельзя, только в комплекте с традиционными инструментами. Спасибо, что были со мной. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал, а также присоединяйтесь в Telegram. Всего доброго, до новых встреч!